Привет всем, меня зовут Артем, сегодня у нас War Thunder и обзор на карманный линкор Граф Шпее. Начнем с короткой истории корабля. Версальский договор сильно ограничил немцев в постройках кораблей, но хитрые немцы не сильно хотели отставать от союзников. Нужно было построить корабль водоизмещением не более 10 тысяч тонн и калибром не более 300 мм. Но 300 мм это уже калибр линкора, поэтому, чтобы не злить союзников, немцы выбрали калибр 280 мм. Так появился тип Deutschland, к которому и относится наш Граф Шпее. Шпее спущен на воду в 1934 году. Немцы видели корабль как рейдер по Атлантике. Он должен нападать на торговые суда и уходить от боевых кораблей союзников. С началом войны он этим успешно и занимался. Однако 13 декабря 1939 года он встретился с 3 крейсерами союзников. Это были Эксетер, Ахиллес и Аякс. Шпее практически потопил Эксетер, хотя и сам получил повреждения. Шпее решил выйти из боя, но оставшиеся крейсера продолжили его преследовать. В итоге корабль приплыл в порт нейтрального Уругвая, но на Уругвай имела сильное влияние Британия. В итоге кораблю предписывалось в течение 3 дней покинуть порт. Ремонт осуществить в течение положенных 3 дней было невозможно, боеприпасы на корабле заканчивались. Англичане подтянули к бухте уже достаточно кораблей, поэтому командир принял решение не вступать в бой, а затопить корабль, высадив часть экипажа в порту. 17 декабря корабль был затоплен, экипаж интернирован, а командир застрелился. В игре крейсер располагается на 5-м ранге с боевым рейтингом 5,7. Альтернатива Хиппер с тем же боевым рейтингом. Этот боевой рейтинг подразумевает, что мы можем попадать к линейным кораблям, а это больно. По личному опыту боев на Шпее, где-то 8 из 10 боев это бои с линейными кораблями. Главный калибр представлен 2 башнями по 3 ствола в каждой с калибром 283 мм. 2 торпедными аппаратами по 4 торпеды на каждый борт, расположенных на корме корабля. 8 башен по 150 мм, по 4 на каждый борт. От атак с воздуха корабль защищен 3 зенитными установками по 105 мм, 2 ствола в каждой установке, автоматами 20 мм и 37 мм. Основные элементы брони Графа Шпее – это бронепояс, броневая палуба и 2 броневые переборки. Бронепояс Шпее имеет толщину 100 мм, а броневые вертикальные переборки – толщину 40 мм. Они и прикрывают наши артиллерийские погреба. Но надо понимать, что это бронирование только от легких крейсеров и эсминцев. Все остальные нас спокойно будут пробивать. И при выцеливании у нас может быть подрыв жоп боекомплекта. Кстати, баками артиллерийские погреба не прикрыты, поэтому надежда только на броню. Когда-то Граф Шпее был топовым кораблем, а урон его снарядов был сильно завышен. Позднее улитка привела повреждения, как она сказала, к историческим характеристикам, но память осталась. После улитка ввела и линкоры, после чего эффективность крейсеров сильно просела. Как и другие крейсера, Шпее очень зависим от того, на какой боевой рейтинг он попал. Если мы попадаем на боевой рейтинг -1, 4 и 7, то эсминцы и легкие крейсера не представляют для нас никакой угрозы. За пару залпов мы делаем из них груду металлолома. Дело в том, что мы обладаем главным калибром линкора, но и перезарядка у нас близкая к линкору. Фактически тот же Хиппер на наш один залп делает 2, да и стволов на борт у него больше. Броня у нас хоть и есть, но фактически она защищает нас только от легких крейсеров и эсминцев. Тяжелые крейсера нас спокойно пробивают. Особенностью Шпеи является то, что кормовая башня может стрелять только хорошо довернув корпус. Еще у нас есть кормовые торпедные аппараты с дальностью хода до 14 км. На некоторых картах это позволяет накидывать торпеды с респа на респ. Ну а если дело дошло до ближнего боя, противника также можно удивить этими торпедами. Что касается ПВО, то оно на Шпее достаточное. Да, есть корабли с более мощным ПВО, например, американские. Но, как правило, единичный самолет мы сбиваем. Ну а если рандом кинул нас к 6-0, то фактически мы являемся кормом. Но также этими являются и другие крейсера. Мы мало что можем противопоставить линкору. Да, в ближнем бою мы что-то ему будем пробивать, даже делать ему иногда больно. Мы можем помогать своим линкорам, ведя огонь по вражеским кораблям. Но если вражеский линкор сосредоточит огонь на нас, то о продолжении боя не может уже идти и речи. Мы уже будем заняты борьбой с пожарами, борьбой с затоплениями и смотреть, как уменьшаются проценты экипажа. Наше преимущество – это дальнобойность орудий и точность этих орудий. Нам крайне нежелательно приближаться к другим тяжелым крейсерам на близкое расстояние, так как они будут нас перестреливать из-за скорострельности. Наша тактика – это дальний бой. Боекомплект у нас классический – полубронебойные снаряды, фугасы и бронебойные снаряды. По линкорам лучше стрелять бронебойными снарядами, по крейсерам полубронебойками, ну а для легких целей
Типа эсминцев или легких крейсеров лучше использовать фугас. Забавным моментом было то, что на каком-то из дев-серверов этому кораблю дали возможность использовать гидросамолет-разведчик. Эту механику отрабатывали на каком-то из ивентов 1 апреля. Потом, правда, эту возможность убрали и больше она не появлялась. Если выбирать между Хиппером и Шпеей, то я бы, наверное, выбрал Хиппер. Он более вариативен. Но игра в Шпее неплохой корабль, просто он более ювелирный, он требует более точной и выверенной игры. Ну а на этом первый игровой обзор на данном канале заканчивается. Спасибо, друзья, что досмотрели его до конца, если, конечно, досмотрели. Посмотрите еще пару роликов на канале, посвященных афганской войне или торпедным катерам. Успехов и до новых встреч, друзья. Еще услышимся в игровых обзорах или в исторических видео. Пока-пока.